Всем привет, мы снова с вами. Вся наша команда жива-здорова. От всех большой привет. Хочется сразу вас поблагодарить за ваши просмотры, подписки, лайки. Спасибо, что смотрите нас. И сегодня мы решили запилить небольшой обзор на нашу новую лодку. Это лодка от компании Roger, модель Zephyr 3700 с надувным дном низкого давления. Вместе с лодкой был приобретен насос Marlin, модель GP80D. Работает насос от обычного аккумулятора. Мы использовали 12-вольтовый аккумулятор на 7 ампер-часов. Рабочее давление в камерах не должно превышать 0,25 атмосфер. НДНД не более 0,35 атмосфер. То есть дно качаем не больше 0,35 атмосфер, баллоны не больше 0,25. Лодка компании Roger, серия Zephyr, модель 3700. По габаритам: длина 3700, ширина 1,80 м, внутренняя длина кокпита 2,55 м, внутренняя ширина кокпита 80 см, вместимость 4 человека, грузоподъемность 650 кг, вес лодки 42 кг шкура и 48 полный комплект. Количество надувных отсеков 3+1, диаметр борта 50 см, максимальная мощность подвесного мотора 18 лошадиных сил. Материал ПВХ, плотность 850 на 900. На надувном дне наклеена призма противоскользящая. В планах провести тюнинг лодки, установить TEN-трансформер, мягкие накладки на банки, спиннингодержатели, трансовые колеса. По времени ушло 16 минут, то есть если качать лягушкой, я думаю, что это будет очень долго и утомительно. По ручкам. Ручки имеются на конусах, есть ручка судоводителя и передняя ручка для переноски. Высота от надувного дна до банки по центру 38 см, ближе к баллонам около 40 см. Впечатление по данной лодке. В принципе, для тех задач, для которых мы брали ее, она себя оправдывает. Соотношение цена-качество на уровне. Значит, по ценам мы приобретали ее в июне 2019 года. На тот момент нам обошлась 41 тысячу. Стоимость насоса 6950. На сегодняшний день моторная лодка ПВХ Zephyr 3700 с индексом New, то есть новая модель у них вышла, 42 тысячи рублей. Комплект лодки стандартный: 2 весла, ремкомплект и насос лягушка. Использовать эту лодку будем с мотором Yamaha 9.9. Значит, что касательно насоса. Вот с ним идет вот такой вот шланг дубовый. То есть вот даже по звуку он. То есть это обычная, как он даже не резиновый, он какой-то пластмассовый. То есть и при распрямлении получается вот, то есть это вообще это. Поэтому нам еще в магазине, когда мы покупали, там сказали, что лучше взять от обычной лягушки, которая идет в комплекте с лодкой, идет шланг, он более мягкий. То есть вот если сравнить, вот, это никуда это не годится. Вот этот шланг, эти разъемы все снимаются, сюда перекручиваются, и все будет нормально. Ну и комплект вот этих каких-то насадочек.
Друзья, пишите в комментариях, какие лодки у вас, под какими моторами вы ходите, какие скорости, ваши впечатления, мнения, вопросы, замечания. И немножко о наших планах на будущее. Снимем ролик про печку на плоту. Ее мы немножко усовершенствовали, сделали поддувало. Были вопросы по строительству плота, это тоже все позднее мы заснимем. Сейчас снег сойдет, немножко погода устаканится, будет потеплее. Обязательно снимем, как мы все собирали. По поводу сплава 2020. Честно сказать, собираемся, но насколько это будет осуществимо, посмотрим. Сейчас вот такая ситуация непростая. Чем это все закончится? В этом плоту были у нас небольшие просчеты. Сделаем не 5 на 7, а, наверное, вернемся к старой модели 4 на 6. Она более удачная. И даст Бог, я думаю, что все получится. Друзья, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Кому понравилось, ставьте палец вверх. Кому не понравилось, ставьте палец вниз. Подписывайтесь на наш канал. Всем здоровья, добра, удачи. Увидимся. Пока.